Добрый день! Тема этого видео – польза и вред мастурбации. Рассмотрим этот вопрос с разных сторон, с таких как с религиозной точки зрения, с социальной точки зрения, с медицинской точки зрения и с психологической. И основной акцент я сделаю на психологической точке зрения. Начнем. Что нам говорит религия по поводу мастурбации и онанизма? Большинство религий в мире, такие как ислам, православие, католики, христианство, относятся к мастурбации негативно. Они считают это грехом. Но опять же, это религия, это отдельная тема. И лишь буддизм более-менее нейтрально к этому относится. Ну, как я сказал, большинство религий в мире относятся к мастурбации и к онанизму негативно. Дальше, с социальной точки зрения. Тут, естественно, все зависит от того слоя общества, от того коллектива, где вы находитесь, кто вас окружает, те люди. Тут все зависит от культурных каких-то моментов, от страны, опять же. Но в основном так получается в мире, то, что общество относится к мастурбации негативно и считает это чем-то таким низким, приземленным, наподобие болезни, что-то такое вот нехорошее. И общество это порицает. Если мы сейчас поговорим про медицинскую точку зрения, то тут совершенно все наоборот. Если поговорить с многими врачами, посмотреть исследования, что пишут в книжках, то мастурбация с медицинской точки зрения приносит очень много пользы. Например, большое кровообращение в малом тазу, то есть кровь у нас постоянно улучшает кровообращение в малом тазу. У нас семя не задерживается, не застаивается, а постоянно происходит в процессе, оно обновляется. Также хорошо мастурбация влияет при таких болезнях, противопоказаниям к импотенции, к простатиту. То есть с медицинской точки зрения мастурбация это хорошо. И даже большое гигантское количество гормонов различных вырабатывается при мастурбации. И это очень хорошо влияет вообще на сам организм. На мужской организм, на женский организм. Как я уже сказал, если поговорить с различными врачами, кто в этой тематике профессионал, кто этой темой занимается, со специалистами, то они все говорят, что мастурбация это хорошо, то что это нормальное явление. Но сейчас вы, наверное, спросите, а что же говорят врачи? А сколько мастурбировать нормально? Допустим, 5 раз в день это нормально или нет? Или 1 раз в день нормально или нет? Тут все зависит от вашей половой конституции. Они разные бывают. Есть слабая, средняя, сильная. И от индивидуальных черт каждого человека, от индивидуальных особенностей. Но по статистике, как опять же это пишут в книжках, то что нормально, и как говорят врачи, нормально считается это 3-4 раза в неделю для человека. Но опять же есть люди, у которых сильная половая конституция и для которых нормально 1 раз в день мастурбировать. То есть тут все индивидуально. Тут нужно себя знать, тут нужно себя изучать. И тогда уже определяться, что такое норма, что такое нет. И теперь поговорим про психологическую точку зрения, психологический аспект. И тут уже не все так хорошо, как хотелось бы. Опять же, понятие хорошо, оно субъективное и растяжимое. Объясню сейчас, что я говорю. Когда мастурбация приводит к зависимости, естественно, это плохо, естественно, это деструктивно влияет на организм. Когда у человека становятся уже навязчивые мысли, навязчивые идеи, он побыстрее сбегает с работы, едет домой, он хочет поскорее уединиться, на него наваливаются проблемы различные на работе, дома, жена, семья, социум, я не знаю, политика, государство, все. И он хочет как-то получить удовольствие. И он нашел этот метод мастурбация, и он начинает все больше и больше. Человек же хочет постоянно получать удовольствие, опять же, и это нормально. А мастурбация это бесплатный, простой метод получить удовольствие. И у него получается зависимость. Человек убегает от всех проблем, от всего враждебного и окружающего мира. У кого какой мир? У кого-то враждебный, у кого-то нет. И тогда это реально плохо влияет на психику, когда это зависимость, когда у человека также, когда мастурбация также еще плоха и вредна тем, что она снижает, как сказать правильно, она снижает то хотение, то рвение к нормальной сексуальной жизни с партнером. То есть, если у парня или девушки есть выбор заняться сексом с девушкой, и он выбирает мастурбацию, то это ненормально. Если у парня есть выбор или у девушки заняться сексом с девушкой, то это уже нормально. То есть мастурбация не должна как-то ограничивать, либо как-то негативно влиять на
сексуальную жизнь. Да, это часто бывает параллельно, опять же, в семейных парах, да не только в семейных, так, гражданский брак, официальный брак, тут на самом деле разницы нет. То есть мастурбация это нормально. Муж, жена мастурбируют и там либо не говорят друг другу об этом, либо делятся и говорят, либо вдвоем это делают. Опять же, все индивидуально. Но когда человек целенаправленно выбирает только мастурбировать, но не заниматься сексом с партнером, вот это уже звоночек. Вот это уже стоит обратиться за помощью к специалистам, к психологу, к сексологу, к другим, опять же, специалистам. Также есть плюсы от мастурбации с психологической точки зрения. Какие? Это снять напряжение. Ну, так оно и работает, действительно. Это разрядка своего рода. И действительно это помогает. Но тут самое главное, это из какого состояния люди мастурбируют. То есть, если он мастурбирует из состояния, то, что у него хорошее, нормальное состояние, он помастурбировал и после этого чувствует себя хорошо, то тогда это не вред. Психологическому здоровью никакого вреда это не приносится. Но если человек мастурбирует из каких-то негативных состояний, у него, опять же, как я сказал, там навязчивые мысли, он хочет поскорее убежать, он хочет поскорее получить эту дозу эндорфинов, там много гормонов на самом деле выделяются при мастурбации. И после этого он начинает испытывать, после того, как он завершил процесс, после того, как произошло семяизвержение, оргазм, он кончил, и после этого, если он начинает чувство вины, стыда, никчемности, осуждения, это очень деструктивно влияет на самооценку. И человек уже, по-простому начинает уже загоняться, он начинает накручивать на себя. И тут дело в том, что чем больше это происходит, тем хуже потом впоследствии и тяжелее от этого избавиться, тяжелее прерывать эту цепочку, прерывать эту связь в нашем мозге, то, что после того, как помастурбировал, сразу же становится плохо, сразу же какое-то осуждение. Так не должно быть. Мастурбация должна быть из хорошего посыла. Ты должен получать от этого, и человек должен, мужчина, женщина, неважно, человек должен получать от этого удовольствие. И во время процесса, и после него. Если удовольствие только во время процесса, а после совершенно другие противоположные чувства, мысли и эмоции, то это опять же звоночек к тому, что нужно обращаться за помощью и решать проблему. Опять же, все случаи индивидуальны. Я сейчас рассказываю в основном про случаи из своей практики, которые я решаю. Ко мне очень много людей приходит с порнозависимостью, с порнофилией. И мы работаем, применяя различные техники, практики, упражнения, методики, чтобы разорвать эту цепочку. Сам процесс мастурбации, когда помастурбировал, если он чувствует себя плохо, если у него чувство вины, самогнобления, какое-то никчемное чувство, так не должно быть. У него должно быть совершенно противоположное чувство. И опять же, если у него мастурбация является зависимостью, как сделать так, чтобы это не было зависимостью, чтобы он был, человек держал контроль, чтобы он был подвластен своим действиям, чтобы он полностью контролировал всю ситуацию и всю ответственность нес за все последствия. В принципе, у меня все. С вами был Сергей Витиченко, сексолог, нейрокоуч, психолог. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. Если у вас есть, как я уже сказал, какие-то первые звоночки, то пишите, я поделюсь в комментариях, как с этим бороться. Всем хорошего дня, всего доброго, до свидания.